Ну, а я сейчас соберусь, схожу погулять по окрестностям и начну свой маршрут. Уже облачка подходят, ветерок поднимается. Штиля, как утром, нету на озере, только на том дальнем берегу. Так что, ну, зато сейчас, если гулять, будет мошку сдувать. Солнышко скрылось за облачностью. Пришла она из-за гор. Я поднимаюсь на вершинку, которая здесь на моем берегу ближайшая. И вот тут на склонах уже начинается такой красивый кедровый стланник. Покров с лишайниками, мхами, багульником. Запахи стоят потрясающие, таежные. Всем тут и вот багульником пахнет, кедрачом. И вот эта сопочка, на которую я хочу подняться, чтобы обозреть озеро сверху. Ну и просто прогуляться, отдохнуть с дороги. Ну, не начинать маршрут такой уже свой. Не начинать свою уже основную нитку маршрута, а пока здесь в радиалочке походить, погулять около озера. Вот, видно западный берег. Горы они там дальше, на северном берегу. Да, видно, здесь сушь стояла. Иду, под ногами лишайник шуршит, сухой, но не совсем прямо аж трещит, но сухо. Иду в ботинках. Да, стоит чуть-чуть приподняться на склоны, уже видны далекие горы. Уж не такие далекие. Хребта Ахандя или Аханжа. Это вот высокий массив. Это отроги. Южные отроги хребта Черского, можно так сказать. Отдельный такой горный массив Аханджа. Внизу не везде еще голубик поспел, а здесь на склонах южной экспозиции кое-где вот уже начинает созревать. 27 июля, пора уже ей созревать. О, здесь на открытых склонах уже меньше мошки, ветерочек пошел. Затянуло, конечно, немножко в дымке озеро, но все равно вот красивое очень. Изрезанный берег, вот этот западный, то есть восточный, ну, на котором я и стою. А вон там вытекает Дар Персиен, который мы вчера переезжали на вездеходе, на болотоходе Байкал. Все, я в царстве горных баранов, на каменистом, осыпном таком склоне. И здесь тропиночки прям попадаются явно. Вот такая тропиночка еле заметная. Но здесь наверняка ходили бараны горные. Да, по ней прям очень хорошо подниматься. Она едва читается. Но видно. Ох, надо же, снег сохранился. Наледь здесь распадок ручья между сопочками. И вот там, где русло реки ручья растекается, снег еще лежит. Конец июля. Мне кажется, бараны, они эстеты. Они просто по таким красивым местам прокладывают свои тропинки. Удивительно. Вот так траверсом. Грамотно тропа серпантином таким вьется. Поднимается на склон сопочки. На вершинку идет. Вот здесь другой цвет камешков, они перевернуты и помельче. Явно здесь была лёжка баранчика. Вот тропа дальше идет. Лиственничное редколесье с покровом из белого мха ягеля, лишайника ягеля. Это просто красота. А берега, хоть и безлюдные, но вполне могут быть обитаемы. Вон стоят вагончики, лодка
прямо берега. Здесь даже лучше, чем моя нынешняя стояночка. И вот на этом полуострове тоже, пожалуйста, в заливе есть какое-то строение. Вот и показался залив. Длинный залив озера Малык, в который впадает ручей Хандя, который вытекает со склонов, с высоких гор хребта Хандя. Ну вот я и поднялась на свою первую в этом маршруте в походе вершинку. И как подарок выходит солнышко. О, и там вдали еще какая острая вершина. Ой, я, пожалуй, туда еще схожу сейчас. Ой, как красиво. Все видно. Еще одно небольшое озеро в распадке. О, вот такие виды дарит мне Колымский край. Хребет Черского. Южные отроги хребета Хандя. Озеро Малык. Из озер Колымского края как-то на слуху больше озера Джека Лондона. Но вот это озеро Малык, оно ничуть не хуже. И еще даже на 5 километров длиннее. То есть оно самое большое озеро Магаданской области. Красотища! Сказка. И далеко ходить не надо. Сюда меня, можно сказать, привезли. Фантастика. Просто фантастика. В 2 шагах от Колымской трассы. Я иду как будто по какому-то гигантскому кораблю. Выхожу на его нос. Да. Потрясающие картины. Все это вполне легко доступно каждому человеку, который захочет здесь побывать. Сокол Сапсан. Собственной персоной. Примерно в 20 километрах к северу от озера Малык расположено озеро Мамонтай. Вот туда я и буду делать пеший переход после того, как проплыву по озеру. Вот тут вот заливчики, база. Полки. Где моя лодочка и вещи лежат. Возвращаюсь. Вот так, избушка для всех. Собираюсь ее покидать. Вечернее освещение красивое, штиль на озере. Вот, поэтому хочу сегодня проплыть еще немного на другое место. Эту стояночку я покидаю сейчас. От медведей, чтобы они сюда не зашли.
Все, до свидания, домик. Отправляюсь на берег озера. Итак, я начинаю свой маршрут от озера Малык на север через отроги хребта Черского по озерам Малык, Мамонтай, реке Амулевки, озеру Дарпир и реке Рассохи через Момский хребет. Я хочу достигнуть реки Колымы, и где вот Рассоха впадает в Ясачную, Ясачная впадает в Колыму, там стоит поселок Зырянка. Там я намереваюсь закончить маршрут. Маршрут будет около 600 километров примерно. Там плюс-минус, потому что будут радиальные выходы на пути. Вот, сегодня 28 уже июля. Намереваюсь пройти за месяц. Ну и тоже, наверное, больше, чем месяц предстоит, получится. А там посмотрим. Так. Вечер уже, но без ветрия. А горы вот немножко скрылись в дымке такой. Но ничего, зато полный штиль. Не жарко. Комарики, правда, активизировались. Ну, думаю, на середине озера или там на воде открыто их не будет. Путь поменьше. Балки. Лагеря. Обзорная вершинка. Вот маленький заливчик здешний остается позади, а я иду, сейчас обогну вот этот мыс и направо, на север. Держу курс к северному озеру, к северному берегу озера Малык. Около 10 километров мне надо прогрести примерно. Двигаюсь к цели, а там разберемся. Мой курс на полуночное солнце. Такой вид открывается за мысом. Вся гладь, вся даль озера Малык. Вот там в далеком северном конце, там оттуда начинается волок к озеру Мамонтай у меня. А сначала я схожу влево, вот за этот мыс. О, фантастика. Какой вечер, какие виды. Я не выдержала, решила остановиться все-таки, пока не село солнце, чтобы войти в режим с видом вот на все эти горы, которые впереди открываются. Внизу буду разводить костер на гальке, чтобы не подпалить эти чудесные ягельные склоны. А встану я здесь, на возвышении, под этими кручеными лиственницами. Лиственницы маленькие такие. Вернее, они не маленькие, они взрослые, но они низкорослые. Вот. Красотища. Невозможно. И дальше буду наблюдать переходы вечернего освещения заката.
Это же просто перина. Перина. О. Ветерок поднимается под вечер. Утро встречает меня солнышком и попутным легким ветерочком. Правда, небо не сильно ясное, такое немного как бы в дымке. Ночью было холодно, наверное, +3 может быть. А сейчас уже 18, может, так к 20 приближается. Да нет, 20 нет еще. Похоже, прямо по курсу обитаемый остров. Там, видно, балок стоит. А мой путь вот сюда, на начало Волока к озеру Мамонтай. Ну а залив Ахандя остается слева по курсу, на западе. Обитатели острова убегают. Какие-то птицы. На острове гнездятся чайки. Видно, это были их молодые серые птенцы. Они убегали. Уже взрослые. Вот такой островок тут. Вполне жилое помещение. Печка, нары, стол, пожалуйста. Для любителей уединения здесь можно найти пристанище. Печка вполне рабочая. Вот такую форму ветров маслистеница. Она еще сверху была повреждена. Но все равно
но все продолжает жить. А там северный край озера Малык впереди. Ветер усиливается, волна чуть больше становится, но я уже практически дошла до устья Обдры, северного озера Малыка. Позади остается вот моя обзорная вершиночка и южный берег низкий озера Малык. Вот я и вхожу в устье реки Обдры, которая впадает с северной стороны озера. Шла, сейчас тащила за собой блесну на дорожке, но ничего не клюнуло у меня. Ну ничего, у меня пока много продуктов. Вот сейчас буду по этой речке подниматься против течения, насколько позволит ее глубина и скорость течения. Здесь пока нет течения. Вот там, вот те горы дальние, это уже берега озера Мамонтай. Недалеко здесь, километров всего Волок около 18, наверное. Речка делает петли, пока совсем не сильное течение. Вполне легко выгребаю против него. Вот. Не берет, может быть, нету здесь этой ямочки. А цель моего такого сейчас хождения с волоком, проводкой лодки против течения, это мне надо дойти до ручья Встречного. И тут недалеко уже осталось. И там я пойду в горы. Буду подниматься круто вверх по ручью, потому что там более жесткая тундра, чем вдоль реки вот этой Обдры идти. Здесь болотисто. Здесь труднее волочиться с рюкзаком пешком. Мне так Дмитрий, геолог, подсказал, говорит, лучше иди по Встречному. Попробуй, я тоже люблю ходить открытыми местами, чтобы был обзор по верхушкам. В случае чего в две ходки зайду. Вон там уже распадок слева. Первый распадок это Встречный. Немножко осталось. Как берег у реки обваливается, обтаивает вечная мерзлота. И вот такие откосы, свежие обрывчики образуются. Вот это еще видно промерзшая порода, а это все уже дерн такой мягкий, в котором растет растительность. А здесь-то как наворотило на склонах. Свежие обвалы. Может быть, там мамонты. Ну вот и распутье впереди Обдра, а вот сюда, из этой распадка вытекает Встречный. Пожалуй, пойду сейчас уже пешком дальше. Надоело тянуть лодку. Путешествие меня, как всегда, выручают эво-сапоги. Легкие, прочные. Это модель Диггер российской фирмы Колесник. В этом году
Они специально для меня, ну и для всех женщин, конечно, сделали маленькие размеры, а то раньше были только от 41-го. Ну а голенище я приклеила сама. Надеюсь, может быть, в будущем фирма будет и высокие сапоги делать. Главное, чтобы легкие остались. Ну все, дошла до леса. Здесь уже не будет болота, болотистых таких участков, надеюсь. Буду идти вдоль русла ручья. Все, этот ручей совсем маленький, не имеет смысла волочиться дальше. Химикан Михалыча, пока нет рыбы, ем мясо с жиром. Не, это не 32. Это всего где-то 23, наверное. Потому что у меня еще груз остается здесь. Вторую ходку. О, нормально вообще. Вот, оставила тут на коряге рюкзачок килограмм на 8 с продуктами и запасными аккумуляторами. И вон туда сейчас иду. До свидания, ручей. Я сейчас попробую по склону пойти. И до свидания, моя обзорная горочка, на которой я вчера поднималась. Какой тут голубичник и комарятник. Голубики вон назревает много.
Сейчас я иду в ботинках, сухо. Посмотрим, докуда дойду. Комары активизировались. Ветер в спину, поэтому плохо. Фу, выбралась я из кущерей, как говорят про кустарники и всякие заросли местные. Вышла вот на такую парковую лиственничную тайгу. Здесь где-то озерко есть у подножия. О, Мишка ходит. Вот. У подножия вот этого отрога горки, там озерцо. Если его сейчас найду там хорошее место, может я там сделаю лагерь. Вон и озеро. О, уголок райский мне тут положительно нравится. Так, сейчас посмотрим. Может, я здесь и остановлюсь. Первую ходку сейчас сделаю с легким рюкзачком вперед. Место, надо сказать, сказочное. И там вон я вижу круги на воде. Если тут еще и рыба есть, это вообще. А то все-таки в Малыке ловят рыбу. Место не так, чтобы часто, но все-таки посещаемое. О, вон они, круги. Ох, красота. Вот это да. Все бы хорошо, если бы еще не комары. Но так не бывает. Я б так жил. Поляночка для меня просто накрыта. Обалдеть. Обалдеть. Не, ловить не буду. Рыбка мелкая, а мне надо еще сходить сейчас за рюкзаком одну ходку. Висит мой рюкзачок, дожидается меня. Вот я очень скоро за тобой иду. Ну вот я и подхожу к лагерю. Фу. Сегодня никуда уже не пойду. Все, здесь ночую. Завтра пойду в 2 ходки. 200 метров набора мне надо сделать к перевалу на озеро Монтай. Вечернее солнышко осветило дальние вершинки.
комарики прибавляются под вечер. Ветер стих. Солнечное утро. Трещит кедровка. Мяучит кукша. Ветерок сгоняет комаров. На солнце жара. У меня уже каша подходит. Кофеек с молоком на завтрак. А сейчас на другом берегу озера увидела балочек. Избушечку. Вчера не приметила. В северо-востоке небольшая облачность. Ночью холодно, мне кажется, вот близко к нулю. А днем, как солнце выйдет, все, жара. Ох, какие ягодные лужайки-то у меня на пути. Морошковые. Снизу пока болото, но сейчас я выйду на склон, и все, там будет уже каменистая, жесткая тундра. Озеро мое со склона, как на ладони. Поднимаюсь вверх. Озеро Малык вдали хорошо видно. Моя обзорная вершинка пирамидальная. Двумя такими зубчиками на дальнем плане. Берег. Река, которая втекает в озеро Малык. Вот мое озеро на дальнем южном берегу. Ставил я рюкзачок, а это долина реки, которая ведет напрямую к озеру Мамонтай. Но я иду по верхам, чтобы не по болотам, а с обзорами по верхам. Вот, я и вышла на гребень борта долины, ущелья вот этого ручья встречного. И сейчас, чтобы вот не идти по этим зеленкам, поднимусь на каменистую вот эту вот вершиночку, этот отрог, и пойду по нему. Там, может, на самую вершину не буду подниматься, перевалю уже направо, в сторону Мамонтая. Смотрю, вдали там вообще снег не растаял еще. Вон в ложбинке лежит
Внизу долина ручья встречного. Я поднимаюсь по вершочку. Ветер меня обдувает. Стали жрать не жарко. Отличная дорожка. Последние тут сейчас кусты сланника. И дальше будет уже более прелестная зона. Набрала 200 метров высоты. Вышла на чистый гребень. По нему сейчас пойду. Вот тут видна тропинка, бараны протаптывают по осыпи. Но я так не пойду, хотя она так траверсом идет без набора высоты. Я лучше по гребешку, чтобы ровно идти, чтобы ноги не скользили. Это без груза здесь можно, а так не хочется. Но внизу шумит ручей встречный. Шикарная дорога. И вдали открываются новые вершины. Вот и Олешек от меня побежал. Меня накрыла гроза. А вон там впереди опять Олешек. Может быть тот же, а может другой. Вот и все. Все в дожде. О, а это барашек. А это горный барашек. Боится меня. Меня боится. Не, барашек, барашек. Вот и показалась цель моего сегодняшнего перехода. Маленькое озерцо. Оно где-то в 4 километрах от уже озера Мамонтай. И километрах в 6 от того озера, от которого я шла сегодня. О, это камень или избушка, даже не пойму. В общем, на берегу этого озера я заночую. Вот долина, откуда я пришла, там еще солнечно. Вот такой, не то что перевальчик, но тур такой на холмике, видно, сложили геологи, которые здесь ходили по маршрутам. Маршруты. Но на западе, на хребте Хандя, там что-то совсем сумрачно. Ходят облака, тучки. Олешек. Сейчас грибы пошли, наверное, он грибы собирает, мне так кажется. Они большие любители оленей, грибов. А впереди отроги горочек разъясниваются. Вовремя спаслась в домике до дождя. Вот, с видом на озеро стою.
Не знаю, видно ли. Там еще солнышко на том берегу, тут дождик. С трудом нашла тут ровную площадочку. Все в буграх, но тут у меня хорошо. Сейчас за водой пойду. Быстрее, пока не сильный дождь. О! Вот как у меня какие виды. Даль. Под той горкой, вон там внизу, Мамонтай. До него не 4, больше километров. Километров 6, наверное. Ой, там затянуло. Дождик прошел, я как раз пообедала, перекусила. И теперь в путь на вторую ходку. О, радуга меня подбадривает. Да, быстро здесь погода меняется. Тепло, лето, лето. Это верховье туда ручья Ягодного. Вот мое озеро. И за радугой лежит озеро Мамонтай. Ох, а там что делается? О. Гора еле видна. Вон моя одинокая палаточка. Сейчас 3 часа дня, в 9 темнеет. Ну, не то, что темнеть, но в 10 уже темно. Я успею уже за 6 часов сбегать туда-обратно. 6 километров туда, 6 обратно. Примерно. Как попадаешь на тундровые участки, так сразу здесь попадаются кулики-ржанки. Это бурокрылая ржанка. А в Сибири, а в западной части Евразии там золотистая ржанка. Они всегда на тундровых участках так пронзительно свистят. Вот она уже начала линять, у нее не темная грудка, а такая дымчатый окрас уже пошел. Рассасывается гроза. Я думаю, меня не накроет. Я даже гидрокуртку не взяла. А тундра здесь вполне легко проходимые. Вот такие каменистые пятна попадаются. И между ними шайники, карликовая березка, багульник. Открытие. Горы хребта Черского, массива Охандя накрыло облачностью. Проверю, что тут за избушка на берегу моего озера. Я ночевал, оставил рюкзак. Нет, я на другом берегу ночевала. Избушку только видела. Мошка внизу сразу началась. Ух, фу. Это то, что наверху.
Вот это только каркас остался. То ли здесь когда-то оленеводы стояли. Не понимаю. Ну, похоже по почерку на них. Вот такие зарубки. Любишь морожку, люби комаров кормить. Ну вот, все на месте. Котелочек я маленький оставила. Чаек сделаю сейчас. Значок висит. Медведь не приходил. Когда ты вернешься, все будет иначе. Нам узнать друг друга. Когда ты вернешься, а я не жена и даже не подруга. Когда ты вернешься, вернешься в наш город обетованный. Когда ты вернешься, такой неизменный и такой желанный. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ну вот я и на месте, успела засветло, еще и закат красивый. Время 9 вечера. Дом мой родной. Да, у меня все на месте, все отлично. Отдохну от мошки комаров. Накрыло меня тут непогодой. Но утром уже кончается дождик. Вот всю ночь моросил с переменным успехом. Дождя нет, но еще все мокрое. И мелкая морось. Большого дождя нет. О, аромат кофе разбудит любого и разгонит любую непогоду. Все. Так. Сюда мы поставим для каши.